Вот это пластик. Я, конечно, понимаю, что это Турция. Поселок для арабов. Давайте мы сначала сходим наверх, а мы на крыше, наконец-то. И вот такой вот классный балкон, вот с такой тоже крышей. Но жить в таком я бы, наверное, не стал. Сегодня расскажу вам о классном приключении. Еще как только мы сюда приехали, я уже знал про нее, мне уже было очень интересно понять и увидеть это все вживую. И мы наконец-то отправились туда одним прекрасным днем. И сейчас я вам покажу, что мы увидели. Это замок для принцесс, это, ну, я не знаю, мне кажется, там только драконов не хватало, и было бы вообще великолепно. Это моя инста-вайф. О-хо-хо! Нифига себе! Охренеть! Сколько их здесь? Вот это хорошо. Сейчас мы попробуем пройти на территорию, посмотреть вообще, что это такое. Merhaba. А у меня за спиной находится та самая деревня Бурж-Аль-Бабас. Поселок для арабов был сделан, для шейхов или еще кого-то, для состоятельных людей. Но вообще это на самом деле похоже на деревню для принцесс. Я не знаю, для кого еще это можно соорудить. Все дома абсолютно однотипные, чтобы вы понимали, они даже цветом не отличаются. Чтобы сюда попасть, мы проехали 3,5 часа, порядка 4 часов от Стамбула. И это классная уединенная локация, но она абсолютно одинаковая. И она недостроена, конечно же. Этот проект был закрыт после того, как местные жители запротестовали, что здесь будет жить очень много жителей арабских стран. Хотите посмотреть? Да хотите, я знаю. Погнали, посмотрим. Как видите, Аряша изъявила желание побывать в домике для принцесс. И мы не могли ей отказать. Так, ну что, как видите, в общем-то, кладка весьма незамысловатая. Бетонное перекрытие достаточно простейшего типа, из которых потом делаются вот такие балконы. Стены, в принципе, выполнены из кирпича. Дом получше, как видите, здесь все щели закрыты. Вот дом вот начального этапа, его достроить даже не успели. Но я не знаю, какие здесь должны были быть участки для того, чтобы все это смотрелось нормально и здесь можно было существовать. Вот крыша, есть предположение, что ее снесло ветром. Она представляет из себя вот что-то. Это... Слушайте, это даже не металл, это просто стекловолокно. Но на самом деле после такого осмотра составляющих есть предположение, что здесь бы не купили дома себе не только состоятельные арабы, но и несостоятельные тоже. Потому что, жить в таком я бы, наверное, не стал. Но самое главное в этой истории — это быть очень аккуратным, потому что дома не эксплуатируются. Здесь планировались теплые полы, которые заливались. Высота потолков здесь достаточно небольшая. Потолки должны были покрываться, я так полагаю, гипсокартоном. Теплый пол весь укладывался на обычный пенопласт. Это не какая-то нормальная подстилка. Это, в общем-то, самые простые материалы. Если мы, допустим, приезжаем сюда жить и заходим в дом, смотрим, что у нас у соседей, то соседи у нас вот, пожалуйста, в соседнем окне. Вот у нас разводка была под электричество. Давайте мы сначала сходим наверх. Комната номер 1. Вот у нас это типа французского балкона. Так, это у нас комната номер 2. Пожалуйста. И комната номер 3. Тоже достаточно небольшая комната. Это у нас большая гостиная. 3-й этаж.
Ну, вид, конечно, красивый. Вот, да, из окна. Вид, да. Кстати, ну вот вид на горы, если обратить внимание, вообще очень красиво, прям пушка. Стоит стена бетонная наклонная. Чем это все закрыто? Да, то есть, видите, вот это вот такое же окошко. Оно вроде красиво, вроде бы основательно сделано, но нет. Стекло в окно. Да, сделано все это очень дешево. Вот это все тоже пластик, не основательно. Вот это пластик. Я, конечно, понимаю, что это Турция, и здесь теплее, чем в России, например. Но все, это не спасет. Здесь должно все максимально так укрываться. Друзья, если ошибаюсь, если вы знаете, что эта технология рабочая, ну, напишите. Я вас лайкну тогда и признаю, что я не прав. Вот это та крыша, по которой я показывал. Видите, она даже просвечивает местами. А мы на крыше, наконец-то. Здесь в Турции, в общем-то, очень мало мягких крыш, мягких кровель. Здесь в основном все вот в таком формате. Поэтому достаточно много торговых центров и заведений имеют на крыше рестораны. Здесь у нас, вот, пожалуйста, тоже электрика. Вот что. И вот такой вот классный балкон. Вот с такой тоже крышей. Что может быть романтичнее, чем гулять по заброшенному поселку. Что хочу сказать. Классная ли экскурсия? Классная. Стоит ли она своих денег? Да, она стоит своих денег. Несмотря даже на то, что эти дома однотипные, в принципе, ну, не будет, наверное, второго варианта посмотреть такой поселок заброшенного типа с домиками для принцесс. Ну, я не знаю, я давно хотел приехать сюда, с того момента, наверное, как мы переехали в Турцию. Если у вас будет такая возможность, обязательно приезжайте. С охранниками договаривайтесь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, мне это приятно. Если вам понравился дом, напишите, за сколько бы вы его купили. Ну или вообще, если здесь есть строители, друзья, напишите вообще ваше мнение по поводу того, что вы увидели сейчас. Потому что мое мнение может отличаться с вашим. Я считаю, что это сделано плохо. С вами на этом все. Поселок показали, сами посмотрели. Все. Понравилось. Почему-то мои знаки не совпадают со словами. Но тем не менее, это было классно. Вам спасибо за внимание и лайкайте меня!